Если вы сейчас откроете мое любое видео, где я снимаю свое рабочее пространство, там вы увидите мониторы с графиками и с полосами Боллинджера. И многие люди думают, что я их добавляю просто для видео, для красоты. Но на самом деле нет, я добавляю их в первую очередь для своей торговли. Сегодня расскажу, как я их использую. Для начала, как добавить полосы Боллинджера, я показываю вам в TradingView. Все будет, конечно, зависеть от вашего торгового терминала. Нужно зайти в теханализ, индикаторы, опустить ползунок ниже, и вот здесь будут полосы Боллинджера. Нажав на полосы Боллинджера, BB, вы можете менять аргументы, то есть поставить длину полос Боллинджера больше, меньше, указать данные по закрытию, по открытию и так далее. Я ставлю по умолчанию, мне этого хватает. Полосы Боллинджера, по сути дела, представляют из себя некий аналог скользящей средней. И выделяя определенный период, длину, вы выделяете длину этой самой скользящей средней. Основной элемент полос Боллинджера является, конечно же, центральная линия. Это и есть та самая скользящая средняя. Верхняя и нижняя линия тоже является, по сути дела, скользящей средней, но смещенной. Изначально полосы Боллинджера придумали как способ смотреть за волатильностью инструмента. Нетрудно догадаться, что в местах, где волатильность низкая, полосы Боллинджера сжимаются, где высокая, наоборот, расширяется. В оригинальном описании использования индикатора используется дневной график. Но сейчас трейдеры используют полосы Боллинджера практически на любом временном интервале, но, понятное дело, из-за наличия рыночных шумов, использование на небольших временных интервалах, как у меня, например, здесь 5-минутка, будет ограничено вашим опытом. Если опыта у вас нет, либо он недостаточный, используйте более высокие таймфреймы. Здесь на схеме указана принципиальная схема полос Боллинджера. Можете сделать скриншот и, в принципе, поставить ее. Верхняя полоса обычно показывает область высоких цен, нижняя – область низких цен, середина – это средняя цена. Понятное дело, за счет наличия скользящей средней. Здесь есть важное уточнение. Обратите внимание, что ни я, ни один здравомыслящий трейдер, за редким каким-то исключением, по крайней мере я, причисляю себя к здравомыслящим трейдерам, поскольку зарабатываю на рынке, вам скажет, что полосы Боллинджера невозможно использовать как самостоятельную торговую стратегию. То есть, если вы поставите просто полосы Боллинджера и будете по ней торговать, просто ничего больше не используя, вполне вероятно, что вы приведете себя к убыткам. Либо вам нужно использовать дневной график и использовать в идеале американский рынок, под который разрабатывались эти полосы Боллинджера, тогда, возможно, там это будет работать просто на одном индикаторе. Действительно, я знал таких трейдеров, которые торговали Америку. Знал я их 10 лет назад, по-моему, в 2013 году я с ними общался. Они делали так называемую домашку, подбирали ценные бумаги и торговали только Боллинджер. В существующих условиях сейчас, на данный момент, я не знаю ни одного человека, кроме этих парней, которые бы использовали просто-напросто Боллинджер без ничего. В особенности это касается рынка криптовалют, Форекса, российского рынка, волатильных инструментов, волатильных рынках. Там, естественно, полосы Боллинджера использовать просто в отрыве без всего невозможно. Прежде чем я объясню, как я использую полосы Боллинджера, давайте я объясню, как я их точно не буду никогда использовать, хотя этот метод достаточно часто практикуется. Вот у нас есть полоса Боллинджера. И у нас есть в полосе Боллинджера центральная линия. Классическая стратегия полос Боллинджера учит нас, если рынок подошел к верхней границе, ждать отката вниз. И если рынок подошел от одной границы, то он обязательно дойдет до другой границы. Проблема в том, что это немного не подтверждается на современных рынках, а в особенности на волатильных рынках. И в особенности на большом временном интервале, который вы 100% будете торговать. И зачастую, когда рынок, например, подойдет к верхней границе, после этого полоса Боллинджера будет расти, и рынок в то же самое время будет тоже отрастать. Точнее сказать, рынок будет отрастать, и полоса Боллинджера тоже будет отрастать. В итоге вы здесь будете ждать сигнал, здесь будете ждать сигнал, здесь будете ждать сигнал, и не дождетесь его. Если мы сейчас снова перейдем с вами на график, мы обратим внимание на места, где полосы Боллинджера себя не оправдали. Рынок дошел до нижней границы полос Боллинджера, и если бы вы здесь пытались бы пойти искать покупку, вы бы на этом деньги потеряли. Также полосы Боллинджера плоховатенько работают в структуре боковиков. Если вы обратите внимание, здесь было очень много противоречивых сигналов, и здесь бы с большой вероятностью на Боллинджере вы бы понесли большие убытки. К
К сожалению, у полос Боллинджера есть все те же недостатки, которые есть у скользящей средней, которая великолепно работает в тренде, но чудовищно работает в боковиках. Как же я использую полосы Боллинджера? Первое, использую их по тренду. Второе, ими я определяю волатильность. Именно волатильность меня в свое время и привлекла. Если вы хотите заниматься трейдингом и хотите на этом зарабатывать, если вы не узнаете, что такое волатильность, вы в рынке никогда в жизни ни копейки не заработаете. Я вам оставлю вот здесь ссылку на свой вебинар, посвященный теме АТР. В теме АТР я как раз и говорю про волатильность. Если вы это не узнаете, вы не заработаете ничего. Посмотрите, все бесплатно, находится на YouTube, просто выберите время и посмотрите. Полосы Боллинджера как раз таки позволяют понимать волатильность и на этом зарабатывать. Полосы Боллинджера мне позволяют понимать структурные изменения. Например, когда рынок переходит в другую фазу, переходит из тренда во флэт, либо из флэта, наоборот, в тренд. Полосы Боллинджера очень быстро, относительно других индикаторов, быстро на это реагируют, и с помощью них можно, в принципе, понимать, что сейчас происходит со структурой. Все это я использую относительно на любых временных интервалах, но, понятное дело, я понимаю, что на небольшом временном интервале это будет работать плоховатенько. Из-за того, что на небольшом временном интервале требуется не так и много денег, чтобы сделать какое-то движение, вполне вероятно, что в рынках может, например, появиться крупный какой-то покупатель, у которого просто большая позиция. Он сделает позицию, рынок рванет к верхней границе, вот, например, сюда. На это отреагируют полосы Боллинджера и дадут мне ложный сигнал. А на высоком временном интервале полосы Боллинджера работают более стабильнее. Вот я как применяю полосы Боллинджера для определения волатильности. Сжатие полос Боллинджера мне указывает на сжатие цены. И через какое-то время я понимаю, что работает своего рода как некая пружина. Вообще рынок напоминает вот структуру пружины или гармошки, когда он сжимается, после этого разжимается и так далее. Фазы сжатия и разжатия чередуют друг друга, а значит трейдер может примерно представлять о начале и конце тренда и флета. Если я вижу, что полосы Боллинджера у меня собираются, грубо говоря, в одну точку, я понимаю, что сейчас рынок очень близок к тому, чтобы рвануть куда-нибудь. Как это можно использовать? Мои коллеги делают следующим образом. Я так это сам не торгую, но мои коллеги делают. Они находят структуру, когда рынок находится в таком сжатии. После этого сверху выставляют отложку на покупку, снизу отложку на продажу. С тем расчетом, что когда цена рванет, а то, что она здесь рванет, это понятно и очевидно, рынок дальше свалится вниз. Я не приветствую метод слеповой торговли. Я его так называю, когда мы ставим отложки и на этом зарабатывают. Но они на этом зарабатывают. Не могу сказать, что миллионы, но это в принципе может работать, и в теории может во всяком случае работать, и на практике эти люди подтверждают, что это работает у них. Попробуйте вы, протестируйте. Если у вас это пойдет конкретно на вашем инструменте, который вы будете торговать на том таймфрейме, на котором вы будете это тестировать, тогда берите на вооружение. Если нет, тогда делайте так, как я делаю. Мы определяем место, мы смотрим в этот момент за ценой, смотрим, что она делает. Мы понимаем, что цена очень близка к тому, чтобы рвануть. После этого мы обозначаем, в зависимости от того, что здесь за структура. Обычно здесь боковая структура. Границы этой боковой структуры мы обозначаем как область поддержки сопротивления, классика жанра. После этого ждем пробоя и ждем первого отката. На откате мы тогда заходим. То есть полосы Боллинджера являются своего рода в данном случае как неким отображением, что нужно сейчас следить за рынком, сейчас произойдет торговая ситуация. Вот один из примеров. Показываю на истории в режиме тестирования. Но чтобы вы не думали, что я это все выдумываю, вот здесь вот я оставлю ссылку на свой плейлист с моими реальными сделками с реального счета. Посмотрите, убедитесь, что я это торгую и в реальном рынке. Рынок находится в процессе сжатия, то есть мы здесь визуально видно, что рынок сузил свою волатильность. После этого происходит разворот. Вот у нас происходит прорыв нижней границы. Обозначаем область поддержки и сопротивления. Далее нам необходимо дождаться отката с обратной стороны. Происходит откат с обратной стороны, теперь переходим на небольшой временной интервал. На небольшом временном интервале видим появление сигнала. То есть тест в границу этого боковика. После этого видим появление в свечи поглощения. Это является сигналом. Напомню, в качестве сигнала можем использовать снижающиеся свечи с последующим импульсом вниз, появление поглощающей свечи, появление пин-бара с последующим импульсом вниз. Все, что укажет на то, что здесь есть область лимитных ордеров продавца.
Если я сейчас сказал для вас, как на иностранном языке, если вы не понимаете область лимитных ордеров продавца, для вас это очень сложно, вот здесь я оставлю ссылку на вебинар, который посвящен механике рынка. Посмотрите этот вебинар, будете понимать эту тему. И забегая вперед, скажу, что если вы не знаете, что такое волатильность, вы не заработаете ни копейки. А если вы не знаете, что такое механика рынка, лимитные ордера, рыночные, как они влияют на цену, вы тогда не только ни копейки, вы даже ничего вообще в принципе не заработаете, вы даже деньги потеряете гарантированно 100%. Потому что это азбука. Без этого нет трейдинга. Нет ни одного успешного трейдера, кто бы этого не знал. Благо у вас есть сейчас возможность все это посмотреть бесплатно, без регистрации СМС, ввода данных и так далее. Просто нужно запастись терпением и посмотреть. Не получится так, чтобы вы никак не заморочились и при этом заработали. Не бывает такого. Вам придется хотя бы пару часиков посидеть, посмотреть. Здесь появляется наша точка входа со стоп-приказом за сигнал. И мы видим, как рынок дошел до нашего take-профита и пошел дальше ниже. В данном случае здесь используется небольшой временной интервал. И обратите внимание, как рынок дает много ложных входов, если бы вы использовали полосы Боллинджера на небольшом временном интервале. Обратите внимание, вот это движение было сформировано просто случайной покупкой большого участника, у которого просто большая позиция. Это не крупный игрок, не маркетмейкер, просто у него была большая позиция. Ну вот пришел Вася, например, продал бабушкину квартиру, захотел купить данный инструмент по дешевке. Сделал сделку, в итоге у вас произошло такое движение, и обязательно кто-нибудь здесь бы поискал бы продажу. Поэтому мы и говорим, что на небольшом временном интервале очень важно, чтобы у вас был опыт. Если опыта у вас нет, то это очень плохо. Тогда используйте высокий временной интервал. Следующее, для чего я использую полосы Боллинджера, это в трендовой структуре, в трендовом движении. В данном случае я ищу место для входа в точках середины полос Боллинджера. То есть, по сути дела, откат от середины то же самое, что и торговля от скользящей средней. Вот один из примеров. Видим, что рынок находится в трендовой структуре. Минимум и максимум у нас понижается. После этого происходит пробой середины. Дальше тест к середине и движение вниз. Тест к середине, движение вниз. Тест к середине, здесь движение вниз и после этого разворот. Далее видим, что у нас тренд поменялся. Теперь у нас здесь покупатели. Минимум и максимум у нас повышается. Видим тест к середине, движение наверх. Тест к середине, движение наверх. Тест к середине, движение наверх. Причем обратите внимание, что здесь был тест не четко в этот уровень, а в область середины. То есть вот сюда. Это абсолютно нормально. На практике вы будете встречаться именно с этим. Не будет четкого теста в эту линию в очень редких случаях. Либо рынок будет не доходить до нее, как вот здесь, либо будет чуть-чуть ее переходить. Это абсолютно нормально. При трендовом движении можно выходить при пробое середине или при противоположной стороны полосы Боллинджера. Допустим, у вас есть полосы Боллинджера, которые отрастают. У вас есть серединная линия. У вас есть цена. И вы торгуете от касания к середине и заходов за нее. Когда рынок зайдет за эту середину, пробьет ее и коснется противоположной стороны, у вас тренд закончен. С помощью полос Боллинджера вы таким образом можете определять еще и трендовую структуру. На нашем примере нетрудно догадаться, что до этого был медвежий тренд. Бычий тренд у нас закончился тогда, когда у нас произошло пробой данной линии Боллинджера средней и пошло движение вниз, к следующей границе Боллинджера. Вот пример бычьего тренда. Рынок находится в бычьем тренде. Дает отскоки от полосы Боллинджера. Тренд у нас заканчивается, когда была пробита серединная линия и движение произошло к следующей границе полосы Боллинджера. После этого началось боковое движение. Вы можете поставить полосы Боллинджера и обратить внимание, что это довольно неплохо показывает развороты и места, когда рынок разворачивается. При этом я все-таки настоятельно не рекомендую использовать вам полосы Боллинджера в отрыве от вашего понимания рыночного процесса, понимания рынка, торговли и так далее. Не ждите, что вы поставите просто полосы Боллинджера и будете торговать по ним, не включая мозги. Так не получится. Вам все равно придется вначале разобраться в рынке и все равно следить за рынком. Потому что полосы Боллинджера, как и любой другой индикатор, это отображение цены, это переработанное отображение цены. И если вы не знаете, не понимаете, как движется цена, то ни один индикатор не позволит вам это понимать. Благо, это никакая не проблема. У меня есть великолепное обучение, которое позволит вам понимать рыночные процессы и позволит вам торговать без индикаторов.
Вы, конечно, можете использовать полосы Боллинджера как что-то вспомогательное. У меня некоторые студенты используют не только полосы Боллинджера, но ставят какие-то свои индикаторы. Но, как я уже говорил, без понимания рынка, к сожалению, ни одни полосы Боллинджера не сделают из вас трейдеров. Трейдеров из вас сделает механика рынка, волатильность, понимание, что происходит на графике. Все это есть в моем обучении. Самое главное, в моем обучении вы это будете получать последовательно, шаг за шагом. Мы будем переходить от более мелких, простых тем к более сложным. Таким образом, у вас не будет каши в голове, которая у вас сейчас 100% образовалась, если вы занимаетесь самообучением. Вы одно услышали, второе, третье, четвертое, пятое, у вас в голове тотальная каша, тотальное непонимание, что нужно делать в рынке. И, безусловно, с такой кашей, невозможно заработать, это 100% факт. Опять же, это никакая не проблема. Все находится в моей обучающей программе, которую вы один раз изучите и будете иметь инструменты, которые позволят вам зарабатывать деньги на рынке. Я тому живое подтверждение, то, что на рынке можно зарабатывать. Подтверждение также огромное количество наших студентов, которые на рынке зарабатывают. Безусловно, конечно, все будет также зависеть от вашего таланта, мастерства и трудов, которые вы вложите в это. Придется потрудиться поначалу, без этого, к сожалению, не получится. Я не продаю вам готовую какую-то таблетку, которую вы вот так вот возьмете, выпьете, и у вас все начнет прям получаться, будете. Мы с вами взрослые люди, мы понимаем, что если мы хотим что-то достичь, нужно немножечко потрудиться. Но если вы протрудитесь, если вы сделаете все так, как я говорю, будете слушать меня, будете четко следовать инструкции, успех неминуем. То есть не будет никакого варианта, чтобы у вас не получилось, если вы будете делать так, как я говорю. Просто его не существует. Делайте то, что я вам говорю, у вас будет успех. Вы добьетесь того, чего вы хотите. И поверьте, денег здесь реально очень много. Но их очень много для тех, кто немножечко заморочился, кто немножечко потрудился. И денег здесь, реально очень много. Хватит всем вам и останется еще на несколько поколений. Здесь реально очень много денег. Просто делайте то, что я вам говорю. Мы работаем полностью в белую уже 7 лет. 7 лет мы обучаем трейдеров. За это время мы приобрели лицензию на образование. Я стал квал-инвестором, аттестованным банком России. Я включен в реестр квал-инвесторов России. И вы можете быть уверены, что если бы это, например, оказалось бы лохотроном, кидаловым и так далее, за эти 7 лет, наверное, было бы уже куча уголовных дел, я бы где-нибудь скрывался в Дубаях, понимаете, как это обычно происходит. Но ничего подобного нет, я не скрываюсь, я нахожусь в России, 7 лет мы работаем, все у нас кристально, честно, и нет кучи каких-то уголовных дел, нет никакого преследования. Но это все указывает на то, что мы делаем все правильно, что мы делаем правильные вещи. Я желаю вам удачи, счастья, благополучия. Переходите, ознакомливайтесь. После приобретения у вас будет официальный чек об оплате, логин и пароль от нашей образовательной платформы, где будут находиться видеокурсы, в которых будет и текстовая часть, и видеочасть, и даже домашние задания, если в ваш пакет обучения это входит. Домашние задания будет проверять живой человек, куратор, который в совершенстве владеет нашими методами торговли. Счастливо, зарабатывайте!